Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же обалденные перемены вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, у вас столько такой вот мужественности, что ли, в характере. Вот почему-то вы у меня ассоциируетесь с таким вот воином, да? Мужчина-борец, мужчина-правдолюб. У кого-то может проиграться действительно, что вы каким-то образом, вот может быть по профессии, да, вот связаны с армией, может быть с формой, да? Есть такие вот чисто мужские качества. Стойкость, надежность, выносливость, да, большая сила воли. Вот мне кажется, что вы, наверное, ни в каких условиях вы просто не пропадете. Вот где бы вы ни были, да, наверное, даже на Северном полюсе и то вы не пропадете. Но такая, знаете, вот даже от расклада идет мощная энергетика. Вот мужик, так и хочется сказать, мужик с большой буквы. Но несмотря на вашу какую-то вот в чем-то даже стойкость, да, вот ваша мужественность, жесткость порой, вы очень миролюбивый человек. Да, вы можете добиваться какой-то правды, но это будет очень миролюбиво, поначалу особенно. Да, вы можете включить, конечно, и злюку, да, вы можете включить и свои негативные какие-то качества, да, агрессию можете включить, если видите, что по-хорошему человек вас не понимает. Но опять же, изначально, я говорю, вы по своей сути очень миролюбивый, вы не любите конфликты. Вот конфликты вы будете оттягивать до последнего. Вы будете всеми правдами и неправдами делать так, чтобы обошлось без конфликта, но не всегда так получается по жизни. Поэтому иногда вы зубки показываете, злючку свою включаете, да, обычно злючки это женщины, а мужчины, я даже не знаю, какое слово подобрать, да, женщина-злючка, напишите ваши варианты, а как мужчину-злючку можно назвать, да, что-то я не соображу. Итак, далее. Смотрите, у вас могут проигрываться творческие какие-то моменты. Вот это хобби может быть. Опять же, уже из расклада в расклад этот момент у нас тоже повторяется. Навыки рисования могут быть, да, там, я не знаю, лепка, игра на каких-то музыкальных инструментах и так далее. То есть это может быть и ваша работа, которая вам нравится, какая-то работа связана с творчеством. И может быть ваша отдушина. Но у кого-то может проиграться, что да, навыки у вас есть, но тем не менее вы особо ними не пользуетесь. Либо же там рисуете, может быть, раз в году, и то от скуки. Не забываем, что это общий расклад, поэтому рассказываю разные варианты. Далее, смотрите, в вашей жизни была женщина. Но опять же, это такая снежная королева. Опять вот она приходит к нам из расклада в расклад. У меня такое ощущение, что все мужчины, которые смотрят мой канал, вот имели дело реально со снежной королевой. Уж простите меня, я знаю, что некоторые из вас все еще любят, все еще надеются на что-то. Но вот говорю то, что вижу. Как правило, она приходит к нам мечевой королевой. А это женщины эмоционально холодные, это может быть конфликтная, скандальная женщина, неприятная. Она может быть неприятная даже вот чисто энергетически. Поэтому, что я могу вам сказать? Не повезло вам с ней. Причем вот она вас, такого, казалось бы, сильного, выносливого мужчину, такого воина по жизни, она вас застраивала. Вот эта женщина, она вас, вот посмотрите, вы император. Она вас застраивала. Причем еще могут проигрываться ситуации, что она вас беспочвенно ревновала. Она могла вам говорить, что вот ты гулял, ты изменял, хотя на самом деле этого не было. Это был такой, знаете, как отвлекающий маневр. Поскольку изменяла она это всю ответственность, всю вину свою перебрасывала на вас, да? Она и здесь пыталась так обставить, обкрутить, что
Вы во всем виноваты, что это не она, а это вы гуляете, это вы изменяете. Ну, то есть, может такое проиграться. Напишите, у кого были такие моменты. Не будем мы о ней слишком много говорить, как-то слишком большая честь ей, да. Смотрите, вы человек, хоть вот и сильный, да, но вот парадокс какой. Но порой бываете очень такой сомневающийся. Особенно это касается, когда нужно принять какое-то важное решение. Вот знаете, решение, ну чуть ли не вопрос жизни и смерти. Ну безумно вот важное, тогда вы начинаете реально, может быть, даже в каком-то смысле опускать руки. Потому что смотрите, как выходит. К примеру, да, вот нужно принять очень важное решение. Вы сильный мужчина, вы император, да. Император как бы не может опускать руки. А за помощью вроде бы и стыдно к кому-то обращаться, да. Вот вы по жизни, ну, привыкли сами в первую очередь решать свои проблемы. Поэтому бывают периоды, что вы теряетесь. Вот этот император, который внутри вас, вот ваш император, он теряется периодами, когда именно нужно принять очень важное решение. И это решение зависит от вас, и особенно когда от вашего решения зависят, допустим, судьбы других людей, да? Ну, разные бывают ситуации, особенно если это связано как-то с армией, допустим. Поэтому бывают такие моменты сомнения, моменты колебаний, когда ты не знаешь, как правильно поступить, и опять же, это вам не очень комфортно. Хочется вам любви, очень сильно хочется безумной такой настоящей любви, ну так, чтобы, знаете, аж до мурашек, до бабочек в животе. Вы будете, знаете, даже, вернее, не так, нет. Смотрите, вы когда влюбитесь, вы прекрасно понимаете, что вы станете, ну, таким ручным котеночком, вот у любимой женщины. Вот этот сильный император, вы превратитесь в такого ручного, и вы об этом знаете. Вы в глубине души, вы именно готовы, да, вы готовы стать ручным, но у любимой женщины. Вот знаете, почему-то мне сейчас пошла такая информация, что вот вам бы хотелось, знаете, вот сидя у камина в обнимку с любимой женщиной, да, вот потрескивает огонь в камине, да, там с бокальчиком, допустим, сидеть, рядом любимая женщина. И что еще надо, да? Вот хочется романтики, не хватает безумно романтики и любви в вашей жизни. Вы настолько вот как будто накопили заботливость какую-то, да, вот вам хочется выплеснуть, вам хочется любовь свою выплеснуть, да, на кого-то, уже просто, ну, распирает, потребность есть такая. Другое дело, что, к сожалению, пока, но я не вижу такой женщины, которая могла бы претендовать на звание любимой женщины. Вот в чем весь вопрос. А так, конечно, любить вы умеете. Вот именно любовь – это один из ваших таких вот очередных коньков, да, вот. Я даже не могу слова подобрать, потому что у меня эмоции вот сейчас просто переполняют. Вот что, а любить умеете вы однозначно. Причем, вот если это взаимно, вы готовы настолько отдаваться, вот просто 24/7. Какой там император, какой там сильный мужчина. Вот рядом с любимой женщиной, ну реально вы становитесь, ну чуть ли не ручным котенком. И я это говорю вам вот именно сейчас не для того, чтобы там кого-то унизить, да. Я вот от души вам говорю, что вы становитесь, ну, таким белым и пушистым, да, вот когда хочется прижаться к любимой женщине, либо же так склонить голову, лечь ей на, ну, на колени голову положить, и она будет просто вас гладить, да. Боже, у меня у самой мурашки побежали, честное слово, капец просто. Что-то мы окунулись в мир романтики, да? Итак, давайте-ка смотреть, какие же обалденные перемены вас ожидают. Так.
Буду рассказывать в разных ракурсах, да, разные вот истории, какие вас ожидают, потому что, понятное дело, вы все разные, да, у каждого проиграется по-разному. Вы уже переворачиваете под себя. Итак, погнали. Смотрите, на этом самом, господи, уже дожилась, слова забываю. Смотрите, грядет у вас празднество какое-то. У кого-то это может быть грядет день рождения, либо ваше, либо вы пойдете куда-то. Ну, то есть какая-то тусовка, посиделка, такой неплохой момент в вашей жизни, где вы можете, вот знаете, как будто вот душу свою расслабить немножко, что ли, да, вот. Немножко расслабиться и забыться от какой-то суеты. Вот будет, ну, такая классная посиделка. Причем это будет касаться, может быть, даже вот каких-то старых знакомых еще может проиграться. Могут быть, ну, по типу встречи одноклассников, да, вот, либо же старые друзья встретятся, которых вы давно не видели, и какое-то вот общение будет. Ну, настолько это будет теплое общение, настолько кайфово, реально вот вы отдохнете душой просто в этой компашке. Далее закончится. Что закончится у вас? Давайте смотреть, опять же, разные ракурсы. Закончится период вашего одиночества, закончится период, когда, может быть, вы, знаете, вот каким-то самоедством занимаетесь. Потому что среди вас есть такие товарищи, которые, несмотря на то, что вы императоры сильные, но вы любите себя понакручивать, вы любите опустить ручки иногда, да, вот император иногда бывает так, обмякнет, так сказать. В вашей жизни появится новая женщина, это будет совершенно новая история любви. Это будет женщина, которая, ну, наверное, знаете, вот она больше возьмет вас в оборот. Она больше проявит, наверное, инициативу даже в знакомстве, вот в общении. Ну, то есть она возьмет вас тепленьким, если так по-простому. Не нужно этого бояться, не нужно убегать, да? Убегать обычно женщины убегают. Мы же зайчики, а вы охотники, если что. Если кто-то забыл про ролевые игры, да? Мы зайчики, женщины, а вы охотитесь. Итак, эта женщина, вот она вас возьмет тепленьким, но она настолько как-то вот быстро, но мягко в то же время, она вас охмурит, окрутит, да, вот в свои сети заберет, чтобы вы не успеете даже оглянуться, как вы любитесь. Я сильно не буду углубляться, потому что у нас сегодня расклад не про женщину, а вообще какие у вас обалденные перемены будут, да? Ну, то есть эта женщина, ну, можно ее реально назвать обалденной. Красивая, страстная, фигуристая, да, женщина очень умная, очень мудрая. Ну, то есть при ней есть все. Поэтому это такой самый, наверное, обалденный момент. Далее. То, что касается работы, вот у кого, может быть, есть какие-то проблемы по работе, что-то не получается. Кто-то, может быть, бизнес не может открыть, там, либо что-то порешать, какие-то юридические моменты, да. Очень благоприятный период будет, очень активный. Вот вообще в работе у многих из вас может проиграться именно активность. То ли это будет больше работы, больше активности, больше движухи. У кого-то даже, может быть, больше заработок из-за этого будет. Очень насыщенные времена вас ожидают во всех отношениях. Далее. Смотрите, вас ждет решение какой-то важной проблемы в вашей жизни. Опять же, это у каждого проиграется своя проблема, да, потому что сколько людей, столько и разных проблем. Но это какая-то вот может быть конфликтная ситуация, да, такая боевая. Вот почему-то сейчас я уточню. Здесь именно разрешится какой-то конфликт, может быть, у кого-то по работе был, да, вот связано, может быть, с деньгами. У кого-то, может быть, юридические проблемы, вопросы были, то здесь вы порешаете, и вы будете в плюсе. Вы выйдете победителем, это однозначно. Теперь еще какой момент, смотрите.
В вашем окружении есть какой-то человек, который всячески пытается вами манипулировать, но вы этого манипулятора, ну, либо же манипуляторшу, вы очень легко поставите на место. Что это за манипулятор? Это скорее женщина. Это скорее женщина, причем здесь могут проигрываться, смотрите, вот судебные дела. Это может быть ваша бывшая, особенно если вы решаете там какие-то вопросы, ну, раздела имущества, алиментов, да, вот. Вы решите это все нормально, это все решится по закону, как должно быть. Она не сможет никак проманипулировать, как бы она ни старалась, да, вот вами крутить, вертеть. Все будет по закону, вы будете в выигрыше. Так, еще что? Знаете, у меня такое ощущение, что вот когда у вас появится новая женщина, вы на себя будете готовы взвалить слишком много работы, что ли. Но это может проиграться дополнительная работа. Знаете, вот такое ощущение, что вот это вот ваша новая императрица, которая появится в вашей жизни, но она настолько вот охмурит, закрутит вас, да, что вы будете готовы впахивать 24/7 только бы, чтобы ее как-то вот порадовать, может быть, куда-то свозить, какие-то подарки купить. Вы это захотите сделать сам. Не потому, что она вас там раскручивает, ни в коем случае. Вам захочется ей сделать приятное, а для этого, понятно, нужна денежка, да? Поэтому, смотрите, период будет во всех отношениях шикардосный, ребят. Давайте-ка еще по здоровью я гляну одним глазком, да, что у вас будет. По здоровью более-менее стабильно. Не вижу никаких проблем. Смотрите, кто из вас сейчас болеет, допустим, ну, мало ли, простуда банальная. Недолго будет эта история длиться, да, вы карабкаетесь, вы победитель, не забывайте, вы император. Не вижу проблем серьезных по здоровью, вот у нас карта стабильности выпала, да, без особых перемен, вот в ближайшее время не вижу никаких проблем по здоровью. Ну, понятное дело, что у кого-то элементарно может голова заболеть, где-то в боку стрельнула, да, это у нас у всех в порядке вещей, да, у кого-то одно, у кого-то другое. Но я имею в виду, вот не будет никаких новых болячек, никаких серьезных обострений, да, там какой-то, я не знаю, еще болячки новой. То есть будет более-менее стабильно все по здоровью. Ну и на том спасибо, да, спасибо высшим силам, лишь бы не хуже. Поэтому не вешать нос, ребятушки, все будет хорошо, обалденные перемены будут во всех ракурсах, да, вы видели, что это будет и женщина потрясающая, и по работе, да, вот даже друзья-приятели у кого-то появятся, которых вы уже 100 лет не видели, уже, может быть, даже подзабыли. Кстати, еще какая-то новость вас ожидает, ну такая бомбическая. Может быть, это решение какого-то вопроса, вот какое-то известие, которого вы ждете давно. Это известие вы получите в скором времени. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!